Всем привет! С вами Элис Артхамстер, и вы на моем канале про художественные всякие материалы. И сегодня мы поговорим про раскраски. Я опустила небольшой спидпейнт на фоне своего разговора, чтобы было не так скучно. Значит, о чем я хотела поговорить. Я говорю только за себя, сразу оговорюсь, что я говорю только за себя. И это будут мои ощущения, впечатления и почему я, очень долгое время игнорировала раскраски. Я, училась, в художественной школе, я ее не закончила, но я училась. Потом я наверстывала, знания и умения, брала уроки у художника. То есть, я вкладывала в свое образование силы, время. Да, у меня не очень высокий скилл, я это знаю, но все таки я училась, и я очень много времени на это потратила, и много сил тоже. Плюс ко всему у меня, закуплены очень дорогие профессиональные материалы, для рисования. И, мне казалось, что, используя раскраски, я как будто бы теряю скилл. Это как будто бы шаг назад. То есть, мой мозг говорил мне: "Ну, ты столько времени потратила на обучение, как ты будешь, просто раскрашивать, раскраски? У тебя что, нету своих идей? Ты что, не можешь, просто взять и что-то нарисовать?" А бывает иногда, что действительно идей нету, то есть, какой-то ступор в голове, устанешь, например, да, и действительно, хочется просто расслабиться. Я завела себе трэш-блокнот, трэш-скетчбук такой, у меня даже обзор на него есть, видео, может быть, я его прикреплю здесь, о том, что я не хочу стараться. То есть, иногда бывает какое-то выгорание, иногда бывает какой-то творческий кризис, и, ну, банально рисовать не хочется, не хочется думать, что ты рисуешь, да. И я вот в тот момент уже была близка к тому, чтобы купить раскраску. Но тогда мой мозг кидает мне новое, что: "Послушай, там какая-то стрёмная, странная бумага, а у тебя вот тут вот дорогие карандаши всякие профессиональные. Ну, как бы возьми бумагу, у тебя же есть куча просто бумаги дорогой, хорошей. Возьми ее и используй. Она просто лежит, ты не рисуешь. Возьми ее и используй. Зачем тебе покупать раскраску с какой-то фиговой бумагой?" Вот. И я опять откладывала покупку раскрасок. Такая: "Ну да, это логично". И опять у меня наступал ступор, потому что если ты в творческом кризисе, если ты в каком-то выгорании, в каком-то, в какой-то такой ситуации, когда, у тебя нету сил на то, чтобы рисовать, думать, что нарисовать, то ты не будешь рисовать в этот момент, да. И, соответственно, я не брала эту бумагу, я не брала эти карандаши, потому что, ну, надо придумать, что нарисовать. То есть нужна банальная какая-то фантазия, придумать что-то, и, на это нужны тоже какие-то силы, а их не было. И, в какой-то момент, я всё-таки, пошла на компромисс, со своим мозгом. Я сказала: "Послушай, но у меня полно материалов, которые мне не нравятся". Например, у меня есть карандаши, которые, бюджетные, которыми я точно не буду рисовать, скажем, на хорошей бумаге, да. И есть детские маркеры, и, я сказала своему мозгу: "Послушай, давай мы просто попробуем, давай мы просто возьмем, какую-нибудь раскраску и, истратим на ней те материалы, которыми я не хочу рисовать, на хорошей бумаге".
И вот тогда, я взяла себе на "Алиэкспресс" несколько раскрасок. Я делала обзор у себя на канале про эти раскраски. Конечно, они очень плохого качества. Там очень плохого качества бумага. И, единственное, что у меня, действительно очень много материалов, которые я хочу просто изрисовать, бездумно, хоть как-нибудь, потому что деть мне их некуда. И просто изрисовать, на что-то, ну, это вот, был бы очень хороший выход. В частности, эти ручки Лангё, чё-то у меня с ними не пошло, маркеры акриловые, я чё-то как-то не поняла, как ими пользоваться, да. И, внезапно, я обнаружила, что раскраски, они реально помогают. В частности, мне, э, вот я говорю исключительно про свой опыт, да, то есть почему мне не хотелось и почему мне вдруг понравилось. Это исключительно мой опыт. Это не значит, что я, принижаю кого-то, кто раскрашивает раскраски, потому что, именно мой опыт того, что, почему я не могла решиться на, раскраски, это именно блок, такой был, что, я потратила силы, я потратила время, я потратила деньги на то, чтобы научиться рисовать, хотя бы вот в том диапазоне, который мне был необходим, в котором я хотела быть, да, и вдруг я буду раскрашивать раскраски. То есть, это было какое-то обесценивание моего личного, моей личной потери времени, средств, сил на обучение. То есть вот, не обесценивание, кого-то, да, кто раскрашивает раскраски, а именно обесценивание мною меня. Ну, вот так вот как-то мною моих сил, да, вложенных, в обучение, вот так вот можно сказать. И когда я, попробовала раскрашивать раскраски, и раскраски по номерам, я поняла, что это вообще просто офигенно работает. И, кстати, я слышала такую фразу, что, вот люди, которые, может быть, не умеют рисовать, не учились, но они очень классно раскрашивают раскраски. Я действительно некоторые смотрела видео, там, ну, это просто высший скилл в раскрашивании, да. И, если такие люди научатся делать лайн, рисовать, как-то, ну, от своей рукой, да, что-то, то, раскрашивать они уже умеют так классно, да. И я попробовала раскрашивать, и оказалось, что это совсем непросто, что это очень даже напряжная работа, и там нужен такой нехилый скилл. Внезапно я поняла, что это просто мощнейшая терапия, для меня, в частности, для моей психики. И учитывая, что у меня высокофункциональный аутизм, синдром Аспергера, лично мне, это просто нереально помогло визуально разгрузить мозг. То есть, когда у тебя есть какой-то готовый контур, уходит вот эта вот тревога чистого листа, и ты просто медитируешь. И плюс оказалось, что для прокачки навыков, это вообще, ну, просто мощнейшая штука. Оказалось, что это совсем не деградация для меня, а прокачка скилла. Вот, потому что, из-за, такой, из-за такого странного восприятия немножко цветов, у меня нету, как бы, как это называется, расстройство, когда видишь, другие цвета или какие-то не видишь. То есть у меня нету вот,
такого, что я как-то вижу по-другому цвета. Ну, наверно, нету, не знаю. Может быть, и есть, но я просто этого не знаю. Вот, но дело в том, что, несмотря на то, что у меня, было в обучении и круг Итона, и всё вот это вот, как бы сочетание цветов, я всё это знаю, но, на практике я это применять, не умею. У меня проблема с цветами. Мне хочется наляпать всего яркого и блестящего, и, в общем, и всё, да. И выглядит это, как правило, довольно ужасно. Вот, когда вот, я говорю, вот есть готовый контур, ты просто рисуешь, не нужно уже ничего придумывать, за тебя уже всё придумали. Это очень сильно разгружает мозг. И, плюс, обычно там, где раскраска по номерам, ты просто рисуешь, и потом ты визуально запоминаешь, где какие цвета смешаны. То есть, сочетание цветов, да, то есть визуально у тебя откладывается картинка. Ну, по крайней мере, у меня, так как я, всё запоминаю картинками, мне бесполезно, что-то рассказывать, как бы текстом. Я запоминаю всё исключительно картинкой. Вот. И, когда ты запоминаешь всё картинкой, легче, именно запомнить, где какие цвета сочетаются. И, даже вот здесь вы видите, я раскрашиваю эту черепашку. Ну, я просто беру все ручки подряд, хотя, в принципе, здесь можно было бы взять, каких-нибудь, 2-3 тона и, в общем-то, сделать довольно неплохо. Но у меня не получается. Я смотрю и вижу, что у меня не получается нормально сделать. То есть, я пришла к тому, что это очень хорошая прокачка навыков, именно помогает, помогает держать, руку в тонусе. То есть, мозг отдыхает, а рука остается в тонусе. Разрабатывается мелкая моторика, да, работает, воображение потихоньку просыпается, через готовые чужие формы, да, то есть, свои какие-то идеи приходят. Вот, и, учат сочетать, смешивать цвета, в частности, по номерам. Я сейчас, решила сначала по номерам пораскрашивать и потом уже вернуться к вот этой вот раскраске, которая просто формы, потому что я поняла, что, у меня всё довольно плохо. Вот, и что раскраски мне были просто жизненно необходимы, потому что очень часто я просто вот ничего не хочу делать. Я беру раскраску по номерам и просто крашу её, и это очень медитативно. А потом я беру, маркер Posca, такой тоненький, и делаю лайн там, где я его закрасила акриловым маркером. Я его опять прорисовываю, и у меня не всегда получается ровная линия. То есть тут ещё нужно, то есть это всё ещё помогает мне, прорабатывать мой скилл. И, поэтому, я просто вот пришла к такому выводу, что раскраски- это совсем непросто, и, раскраски- это очень полезно. Это даже если, рисуешь, даже если учился рисовать, но если не хочется рисовать, если ты в стрессе, если ты устал, то, пораскрашивать раскраску не даст тебе, забыть, скилл, как держать карандаш вообще, да, или там ручку, или маркер, или ещё что-то. Плюс, это довольно хорошее такое средство, когда, ты можешь, попробовать, новые материалы какие-то, да. То есть вот я для себя это открыла, потому что у меня немножко начало получаться с акриловыми маркерами. Но, на будущее я всё-таки решила брать нормальные раскраски, которые с хорошей бумагой, которые, выдерживают
и краски, какую-то гуашь, может быть, потому что гуашь мне тоже надо срисовать, и хотелось бы взять какую-то раскраску, где можно красками рисовать. Я потом куплю, когда я эти докрашу, и раскраску раскрашу, и по номерам раскрашу раскраски. Я возьму себе по номерам. Ой, по номерам, возьму себе хорошую раскраску. Вот, с хорошей качественной бумагой. Ну вот. И, в общем, мой вердикт такой, что раскраски — это вообще ни разу не бесполезная детская забава. Это, очень-очень, крутой инструмент, чтобы экологично так выйти из кризиса, снять стресс, вернуть вкус к рисованию, где-то придумать какие-то свои новые формы. Потому что после вот этой черепашки, после раскрашивания у меня появились свои какие-то мысли, что нарисовать. Буквально я ее просто раскрасила, и у меня появились свои мысли для, рисунка акварелью. Я потом покажу, что у меня получилось. Вот, ну, не в этом видео, попозже. Вот, и, в общем-то, я поняла, что это круто, что я в итоге решила взять, раскрасочку. А как вы относитесь к раскраскам? Пробовали ли вы спасаться от выгорания таким способом? Пишите свои комментарии, как вы вообще, раскрашиваете ли вы, не раскрашиваете? Если раскрашиваете, то как вы к этому пришли? Был ли у вас такой конфликт, в голове, как у меня, или вы просто взяли раскраску, начали ее раскрашивать, не думая, просто как антистресс? Будет очень интересно почитать, и всем творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока.